Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких милых, красивых гусениц. Посмотрите, какие они интересные, веселые. Вяжутся очень легко, очень просто. Вяжутся одной деталью, ножки вывязываются по ходу вязания. Отдельно только вывязала вот этот бантик и пришила. Не делала никаких утяжек, во всех рядах только вот прибавки, убавки. Вот один ярус провязали, убавками закончили, перешли на следующие вот такие кружочки. И всего у нас их 4. Связать очень быстро их можно. Расход пряжи тоже, как вы видите, небольшой. Вот по сантиметрам она получается гусеница 12 сантиметров. Но так как гусеница вот худенькая, то расход пряжи небольшой. И сегодня с вами свяжем вот такую чудесную милоту. Для гусеницы я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Основной цвет у меня зеленый. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. В третьем ряду вяжем 2 столбика прибавка. 1, 2 и прибавка. Так чередуем до конца ряда. 2 столбика, 1, 2, прибавка. Повторяем третий раз. 1, 2, прибавка. И четвертый раз. 1, 2, прибавка. Так повторили 4 раза. В конце третьего ряда 16 столбиков. Теперь 4, 5 и 6 ряды вяжем по 16 столбиков. Вот по 16 столбиков провязали 4, 5 и 6 ряды. Также я вставила глазки. Глазки у меня 10 миллиметров. Они расположены между 4 и 5 рядами, и между глазками 3 столбика. Теперь продолжаем вязать 7 ряд. Здесь вяжем 2 столбика, убавка. Так повторяем 4 раза. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. И последний 4 раз. 1, 2, убавка. В конце 7 ряда 12 столбиков. Теперь можно взять наполнитель и немного наполнить наполнителем. Переходим на 8 ряд.
Здесь провязываем 6 убавлений подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В 8 ряду 6 столбиков. Теперь 9 ряд. В 9 ряду 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 9 ряду 12 столбиков. Снова берем наполнитель и дозаполняем. 10 ряд, провязываем 12 столбиков без изменения до конца ряда. Довязываем их до маркера. Вяжем 11 ряд. В этом ряду будем вывязывать лапки. 1 столбик без накида, 2, 3, 4 и 5 не до конца. У вас может получиться не 5, а 4 или 6 столбиков, больше-меньше. Все зависит от того, где вы расположили глазки, так как ножки вот будут располагаться со стороны, где глазки. В моем случае получилось, что я провязала вот 5 столбиков, 5 не до конца. Беру дополнительный цвет. И будем вывязывать первую ножку. 1 столбик с накидом не до конца, 2 и 3. Теперь 3 петельки провязали и оставшиеся 2 довязываем зеленым цветом. Теперь между лапками будет 2 столбика без накида. 1 и 2 довязываю не до конца. Снова беру дополнительный цвет, завершаю им. Провязываем 3 столбика с накидом, но не до конца. 3. Теперь 3 петельки провязали, оставшиеся 2 довязываем зеленым цветом и довязываем до конца ряда столбики без накида. 1, 2 и 3. Вот получились такие ножки. Теперь вяжем следующий, это 12 ряд. 12 ряд провязываем без изменения тоже 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь там, где были ножки, тоже провязываем 6, 7, 8. Там, где ножка, 9, 10, 11 и 12. Можем взять немного наполнителя и наполним наполнителем. И переходим на 13 ряд. В 13 ряду нужно провязать 6 убавлений, так как мы вязали уже с вами ранее. 1,
одна убавка, 2, 3, 4, 5 и 6. В конце 13 ряда 6 столбиков. Теперь 14 ряд. Здесь вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце 14 ряда 12 столбиков. 15 ряд. В этом ряду снова вывязываем лапки. 1, 2 столбика, 3, 4, 5. Шестой столбик не до конца. Снова мы лапки располагаем так, чтобы они вот были напротив друг друга. И завершаем шестой столбик дополнительным цветом. И провязываем 3 столбика с накидом, но не до конца. Теперь 3 петельки провязали, оставшиеся 2 довязываем зеленым цветом. Снова между лапками 2 столбика основным цветом. Второй столбик завершаем дополнительным цветом. И провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Провязали 3 петельки и оставшиеся 2. И довязываем 2 столбика без накида, без изменения. В конце ряда 12 столбиков. 16 ряд. Вяжем 12 столбиков. Довязываем их самостоятельно. 17 ряд. Провязываем 6 убавлений подряд. И в конце ряда получится 6 столбиков. Довязываем их самостоятельно и берем наполнитель, дозаполняем наполнителем. В конце 17 ряда 6 столбиков. Переходим на 18 ряд. В 18 ряду 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18 ряд, 12 столбиков. 19 ряд. В 19 ряду вывязываем третью пару лапок. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И снова смотрим так, чтобы эти ножки вот располагались напротив друг друга. Вот шестой столбик я довязываю не до конца. Перехожу на дополнительный цвет и буду вывязывать первую пару ножек.
один столбик с накидом, второй и третий. Провязываем 3 петельки, оставшиеся 2 довязываем зеленым цветом основным. Теперь между ножками 2 столбика, 1, 2. Переходим на дополнительный цвет, провязываем 3 столбика с накидом, провязываем 3 петельки и завершаем все зеленым цветом. Дополнительный цвет отрезаем. И здесь этот хвостик вот ввязываем 1, 2 столбика. Вот третья пара ножек. Хвостик этот прячем. И последний 20 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений. Это завершающий ряд. 1, 2, 3, 4. Берем наполнитель, наполняем. И довязываем 5 столбик с убавкой и последний 6. Маркер убираем, отрезаем ниточку. И сейчас будем прятать вот эту дырочку. Взяли иголочку. И теперь за передние стенки каждого столбика так проходим и подтягиваем. Прокалываем в середину и выводим где-то сбоку. Эту ниточку отрезаем. И вот получилась такая основа для гусенички. У гусеницы я вышила вот такие реснички по одному стежку и ротик. Здесь нет ничего сложного, так что вы справитесь, сможете это все вышить. И свяжу бантик. Оставляю хвостик, набираю 1, 2, 3 воздушных петли, возвращаюсь в первую воздушную петлю и в нее провязываю соединительную петлю. Снова 3 воздушных петли, и из этих 3 воздушных петель соединительная петля вот в эту первую. Вот так. Отрезаю хвостик. Этим хвостиком я буду пришивать. Убираем ниточки. Вот так обкрутили бантик посередине. Можно взять эти 2 хвостика, завязать. Один узелок и второй. И теперь этот бантик будем пришивать. Если это девочка, можно пришить так сверху. Если это мальчик, то пришиваем бабочку так под головой. И вот получилась такая гусеница. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!